Первый раз вместе с вами будем пытаться как-то эту штуку примотать. Ну что, все, погнали. Всем привет! Как вы уже, наверное, догадались из названия этого видео, речь пойдет о моем путешествии по Камбодже вот на этом замечательном красивом байке. Хочу рассказать, как я купил этот байк, как его готовил к такой поездке, сколько все это стоило. Фига себе! А я думал, я тут в тишине буду. Буду надеяться, они сейчас успокоятся. Мой план включает в себя путешествие по Камбодже 1 месяц. То есть весь апрель я буду ездить по заранее спланированному маршруту, который составляет примерно 5000 километров, 14 мест ночевок, где я буду останавливаться на 1, где-то 2 дня, может быть даже 3, в зависимости от ситуации, от того, как я сам себя буду чувствовать. В любом случае есть ограничения в 1 месяц, и тут никуда не денешься. Hello. Hello there. Hello. Hello. Я путешествую один и буду рад, если вы хотя бы виртуально с экрана присоединитесь ко мне и поддержите подпиской, лайком, комментариями. Это очень важно. Вы знаете, иначе бы никто об этом не просил, но поверьте, это важно. Не только для того, чтобы собрать больше людей, но и в том числе это очень сильно поддерживает морально. Также у меня есть телеграм-канал, где я буду постить всякие интересные штуки, которые, просто по своему формату никак не подходят для таких видео. Переходите по вот этому QR-коду, или же также ссылку я продублирую в описании к этому ролику. Все, едем дальше. Bye-bye, bye-bye. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Bye-bye, bye-bye. Про покупку и выбор вот этого байка для путешествия. У многих людей появляется такая идея путешествовать на своем байке по стране. Поэтому я достаточно кратко, но расскажу, как я его купил, как подготовил и почему, собственно, выбрал именно эту модель. Стоит сказать, что я вообще никогда не рассматривал купить собственный байк. Всегда и везде рассматривал только аренду, и у меня даже мысли не приходило, что можно купить что-то свое и путешествовать таким образом. И в случае, когда ты приезжаешь в страну на 1-2 недели или даже месяц, то, естественно, гораздо выгоднее и проще арендовать байк. Это будет и дешевле, и меньше по времени, меньше всяких проблем. Тогда да, аренда 100% отличный вариант. Но если вы остаетесь в стране на 3, 4, 5 месяцев и больше, то тогда можно задуматься о покупке своего байка. Я впервые об этом задумался в прошлом месяце во Вьетнаме, когда я разговаривал с владельцем проката байков, и оказалось, что аренда хорошего байка какого-нибудь свежего года, 23-24, будет стоить где-то от 17 до 25 миллионов, в зависимости от байка, конечно. И тут я внезапно, не знаю даже почему, спросил у него, а сколько стоит купить бэушный байк какой-нибудь вот такой. Пусть он будет там не 24-го, 23-го года. Он мне сказал, что вот подобный байк, примерно такой же, Honda это будет или Yamaha, можно купить в районе где-то от 17 до 25 миллионов, в зависимости от года, состояния. И вот тут-то я как раз задумался. Если я за аренду отдам условно 15-20 миллионов, и за те же деньги я могу купить свой байк, только этот байк-то я потом продам, а арендные деньги-то я уже никак не верну. Я сразу прикинул, что я на этом байке буду как минимум 3 месяца по всему Вьетнаму. Даже если я его продам потом с хорошим дисконтом, то есть куплю за 20, а продам, не знаю, там за 16, то я потеряю всего 4 миллиона. А если я буду арендовать байк, то я потеряю там 15 миллионов. Разница очень большая. Hello.
начало светить солнце, и стало невозможно просто там сидеть, поэтому решил переместиться. После того, как я узнал, что купить байк не только выгоднее, но еще и гораздо комфортнее, потому что это твоя вещь, ты можешь делать все, что угодно, не переживать, ни перед кем не отчитываться. В общем, я серьезно задумался, взвесил все плюсы и минусы, потому что основной минус у меня был то, что с собой у меня большущий такой чемодан, килограмм на 25, наверное, и как его прикрепить вот к такому байку. Ну, не то чтобы это нерешаемая задача, но нигде я подобного ничего не видел. То есть крепят в основном либо кофры боковые, либо же какие-то сумки туристические или просто спортивные. Исходя из моего бюджета и моих потребностей в виде того, что мне нужно закрепить кофр, то есть байк должен как-то поддерживать размещение вот таких креплений. Плюс мне нужно достаточно широкое сиденье, чтобы здесь каким-то образом, я тогда еще не понимал, как я буду крепить этот чемодан, но почему-то был уверен, что ну хоть как-нибудь, но в любом случае закреплю. И исходя из всех вот этих критериев, бюджет, габариты, возможность установки кофра и так далее, вариантов у меня в принципе оказалось только два. Это Yamaha NVX, который вы сейчас видите, либо же Honda Airblade. Они очень похожи по своим характеристикам, плюс-минус, но чисто визуально, вот как он выглядит, мне гораздо ближе оказалась Yamaha. Хоть Honda и говорят надежнее, и найти на нее запчасти гораздо проще, в том числе и в Камбодже, и с ремонтом она проще. Но как-то, не знаю, я вот сразу на нем, когда прокатился первый раз, мне настолько он понравился, как он едет, как он рулится. И я решил, что буду исходить не только из точки зрения практичности, как я это обычно делаю, но и с точки зрения, насколько мне вообще вот близко он к душе, насколько он мне нравится. Вот так люди из ближайшей деревни добывают себе воду. Very hard work. Yeah, very hard. Bye bye. Nice to meet you. Меня тут одолело теперь не только солнце, которое вот строго за мной перемещается, я вот вокруг байка хожу, но еще и куча мошкары, которая просто покоя не дает, они прям в глаза в наглую лезут. Короче, поехал я отсюда. Невозможно стало с этими мухами вообще никак сосуществовать. Нашел вроде более-менее спокойное место, пока нет мух, нет солнца. В общем, когда я узнал, что я могу съездить в Камбоджу, потом Вьетнам и Лаос, 100% решил покупать байк. И изначально я хотел это сделать в Ничанге. Я там находился в это время и решил поездить по местным салонам, поспрашивать, посмотреть, какие есть варианты, сколько стоит и так далее. Ищу я, значит, байк в Ничанге, и как-то вечером я вбиваю просто в гугле «купить байк», попадаю в какие-то Facebook-группы, какие-то сайты объявлений еще попадаются. Я вижу, что очень много вариантов продается в Хошимине. Причем в Хошимине не только выбор намного больше, я не знаю, в десятки раз больше, но там еще и цены дешевле. Собираю вещи, еду в Хошимин, открываю местный сайт объявлений. Искал я с бюджетом до $1000. Это где-то 26 миллионов вьетнамских донгов, то есть местной валюты. Выбрал несколько вариантов и на следующий же день поехал. И так получилось, может быть, потому что я переживал, что не успею. Может быть, потому что он мне действительно очень понравился. Но скорее вообще все вместе сложилось. Там еще и жара, духота. Я так долго добирался до этого места. Плюс байк оказался неплохой. Изначально они хотели за него 27 миллионов. То есть, ну, чуть больше $1000. В конце концов, забрал я у них этот байк за 25 миллионов. Поехал сразу и по пути поставил вот этот кофр. Вместе с креплениями, с работой он обошелся мне в 3,5 миллиона вьетнамских донгов.
На следующий день поехал в официальный сервис Yamaha, сказал там, что, ребят, так и так, я собираюсь проехать очень-очень много тысяч километров, 1005 по Камбодже, потом еще, не знаю, 1010-15 по Вьетнаму, еще и Лаос. В общем, посмотрите, проверьте все, что только возможно, прокатитесь на нем, где что, может быть, гремит, стучит, что-то настораживает, составьте мне какой-то список того, что вы рекомендовали бы поменять вот прямо сейчас. И люди в этом сервисе оказались очень такими, не знаю, понимающими, отзывчивыми, и они поняли всю мою проблему, мои переживания. Один из мастеров сел на байк, куда-то уехал, минут, наверное, 15 его не было. Приехал, начал разговаривать с женщиной. Она там у них, как я понял, и менеджер, и завскладом, и еще и помощник, механик какой-то. В общем, они с ней что-то там трещали. Она мне начала объяснять. Желательно бы тебе поменять подшипники в руле. В общем, он заметил какую-то вибрацию или стук, рассказал мне все по деньгам. Стоило, на самом деле, какие-то копейки, типа, там, не знаю, там, 15 или 20 долларов, все это поменять. Я соглашаюсь. Потом она сказала, что вибрация, когда ты страгиваешься, это 99%, что это из-за вариатора. Изнашиваются детали, и это вызывает вот такую вибрацию, и впоследствии это может вообще привести к тому, что ты встанешь на месте и никуда больше не уедешь. Под замену вся вот эта штука, вроде как, вот это еще сказали, походила бы, но лучше сейчас заменить, потому что если я поеду в Камбоджу, там этих деталей может просто не быть. Еще они мне сказали, что у меня крайне хреновая резина, что передняя, что задняя, хотя вот по мне, как я определяю хреновость резины, это только по протектору. Плюс под замену оба колеса. Я особо не шарю, как будто бы на них еще дофига можно ездить. Но сказали, надо менять. Там какие-то дыры, какие-то трещины, и передние, и задние. Они мне вынесли новое колесо, ровно такое же, и подставили к старому, и показали. И на самом деле, то есть я увидел, что у старого колеса бока прям, ну я не знаю, миллиметров на 5, а может и больше, по бокам очень сильно стерты. Что спереди, что сзади. И типа вот это может вызвать и занос, и когда ты поедешь по какой-нибудь грунтовке, по хреновым дорогам во Вьетнаме, а вот так вот выглядит новая резина. То есть у него, я как понял, самая главная проблема — это уже изношенные края. Ну вот передняя. А здесь это выглядит вот так. Yeah. В общем, настоятельно рекомендовали мне поменять резину. Тем более, что стоит она там на самом деле не так дорого. В районе 40 долларов или 45 долларов заднее колесо и что-то типа 35 долларов переднее. Долго они мне все это рассказывали, объясняли, но мне показалось, что они говорят достаточно искренне, хоть и очень хотят заработать. Это я тоже понимаю. Но в любом случае понимал, что нахожусь в официальном сервисе, детали оригинальные, стоит все, ну, вполне себе приемлемых денег. И в конце концов это моя безопасность, это комфорт. Тем более, что я еду в Камбоджу, где вот эти байки очень редко встречаются. И если что-то случится здесь, то я не знаю, сколько ждать запчасти, сколько будет стоить ремонт и вообще возможно ли его здесь отремонтировать. А вот так вот выглядит старая запчасть. Ее по ней, если вести ногтем, то она вся такая бугристая. Вроде так не должно быть. О. А вот. Какую-то прокладку поменяли уже. Ну вот это действительно штука выглядит максимально ушатанной. Она, знаете, прям волнами вся. За весь ремонт вместе с работой и деталями они мне посчитали 5 миллионов 400 тысяч. Это что-то в районе 200 долларов. Не знаю, насколько это дорого или недорого. Кто в курсе, обязательно напишите в комментариях, сильно я переплатил или не сильно. В любом случае, я не расстроюсь, даже если там чуть-чуть переплатил, потому что они мне полностью заменили все детали вариатора, ремень, какие-то там вот эти катушки, я не знаю, как это все правильно называется, фильтр, какие-то сальники, подшипник. То есть они разбирали руль, все там смазывали, чистили, поменяли резину.
Не знаю, с чем это связано, но покрышка внутри и сам весь диск вот в таком говне был. Колесо уже новое стоит. Работы сделано было дофига, и, как мне показалось, это адекватная цена за вот все, что они мне сделали и поменяли. Плюс еще сюда входили 2 новых зеркала. Стоят они 150 тысяч за 2. Я вообще даже представить не мог, что это так дешево. Оригинальные зеркала 450 рублей за 2 зеркала. Полдня я там просидел, пока они все это разбирали, чистили, чинили, меняли. Девушка, которая там работала, постоянно подносила мне холодный вьетнамский чай со льдом, за что ей спасибо огромное. Также в тот же день съездил, купил небольшой электрический насос, на всякий случай, если вдруг где-то в дороге пробью колесо, то хотя бы будет возможность добраться до сервиса. Купил блокиратор на переднее колесо, чисто для безопасности. Если вдруг где-то придется оставить в таком малолюдном месте, то лучше всего, особенно в Камбодже, ставить блокиратор. Ну и во Вьетнаме тоже. Работает все это дело просто. При нажатии вот на эту кнопку здесь выскакивает штырек, вот здесь, и блокируется. Разблокируется только ключом. Короче, сделаем вот тут. Вот так это выглядит на колесе. И, соответственно, если теперь эту штуку пошевелить, даже просто колесо, или уж тем более попытаться ее как-то отсюда скрутить, спилить, то она начинает орать. Сначала вот так тихо, но если сейчас попробовать еще раз, то она начнет громко очень орать. И не заткнется, пока ты не придешь и ключом ее не откроешь. И на все эти мелочи у меня ушло еще примерно 1 000 000 донгов. Это, ну, типа $40. И последней, но очень немаловажной вещью нужно было купить шлем в 7,5 миллионов вьетнамских денег, либо же в 200, ну, почти $300. Там что-то типа $285, если считать именно в баксах. По итогу вся вот эта история с покупкой байка, с его ремонтом, всякая мелочевка типа вот насоса, блокировки, креплений, шлема, само собой. Но вот самое дорогое здесь вообще это байк и шлем. Остальное такое больше по мелочам. Ну и ремонт. Все это обошлось мне в 42,5 миллиона вьетнамских донгов, что в переводе на доллары получается $1700 США. Скажу честно, рассчитывал потратить гораздо меньшую сумму. Вообще, я думал, что уложусь, ну, где-то, может быть, в 1200-1300. Я закладывал 1000 на байк, ну, еще там $200-300 поменять масло, какие-то там детальки, может быть, несущественные. Получилось, ну, вот как получилось. Напишите в комментариях, насколько вообще вам нравится такая идея, вот путешествие на своем байке по Камбодже, по Вьетнаму, проехать 5-10 тысяч километров со всеми вещами вообще, что у тебя есть, потому что я с собой перевожу все, что у меня есть. Нигде я в отелях или там в камерах хранения ничего не оставлял. Мне на самом деле очень интересно, сколько людей хотели бы попробовать что-то подобное, может быть, даже уже планируют или в данный момент это делают. Обязательно напишите. Спасибо за просмотр вот такой вступительной первой части. Так что, если вам понравилось, интересно продолжение, как и что будет происходить, обязательно подписывайтесь. Не знаю, может быть, я какой-то ненормальный, что-то со мной не так, но вы не представляете, насколько я сейчас счастливый. Вот я еду абсолютно свободный, абсолютно независимый, слушаю музыку, смотрю по сторонам. В данный момент ничто вообще не мешает мне быть абсолютно счастливым. Я знаю, конечно, что есть какие-то моменты, которые я хотел бы улучшить, дополнить как-то, но вот то, что я имею сейчас, в данный момент, я уже невероятно счастлив от этого. И вот эта дорога, закаты, рассветы, новые деревни, города, какие-то магазинчики, остановиться, не знаю, выпить кофе, просто с людьми поговорить. Ну вот
все вот это для меня и есть счастье.